Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие вот чудесные слитки. Очень красиво смотрится, а вяжется совсем легко. Данные слитки я вязала на размер ноги 37. Смотрите, подъем у них немножко повыше, пяточка пониже. Но пяточка ни в коем случае не будет слетать с ноги. Она такой высоты, который должен быть обычный следок. Подъем чуть-чуть повыше. Подошва у нас цельно вязаная, никаких швов по подошве нет. Шов у нас идет по мыску и по пяточке. Все швы аккуратные, красивые, хорошо все смотрится. Следок вяжется из такой вот детали. Для каждого размера ноги деталь будет иметь свои размеры. Я буду вязать на размер ноги 37. Сбоку я вам оставлю таблицу, где указана для каждого размера длина стопы. Для моего размера 37 соответствует длина 23,5 сантиметра. Мы от 23,5 сантиметров отнимем 10% на растяжение. И это у меня получается 21 сантиметр. Начинать вязать я буду с самого уголочка, с 3 петель. И далее я буду расширять мой треугольничек, пока у меня самая широкая часть треугольника не получится 21 сантиметр. Далее я буду вязать темным цветом 11 сантиметров в высоту. И эта высота у всех будет одинаковая для любых взрослых слитков. Это у нас будет подошва наша. Вот эта темная часть. После того, как вы свяжете 11 сантиметров в высоту темным цветом, нам надо будет связать точно такой же треугольник, как мы вязали в самом начале. Убавлять петли будем до 3 петель. Расширение треугольника я буду делать накидами. Накиды делаем в каждом лицевом ряду по 2 накида. Сразу после первой кромочной петли и перед второй кромочной петлей. Изнаночные ряды я вяжу просто лицевыми петлями. Во втором нашем треугольнике я буду делать убавление петель. Также после первой кромочной петли и перед последней кромочной петлей. И у нас должно получиться вот таких вот 2 одинаковых треугольника, как в начале, так и в конце. И посерединке ровная полоса, без каких-либо прибавлений и убавлений. Вязала я пряжей Alize Lana Gold Classic. Метраж в 100 граммах 240 метров. Вязала я спицами 3,5 миллиметра. Вы вяжете любой своей пряжей. Просто ориентируйтесь на полученные сантиметры. Получается, размер ноги ваш регулируется вот этим вот расстоянием. Если вам понравилась данная модель слитков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы, понадобится еще иголочка, крючок и приступаем к вязанию вместе со мной. На спице номер 3,5 миллиметра я набираю 3 петли. Первый ряд у нас идет по изнаночной стороне, и мы его вяжем без добавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой, последнюю петлю кромочную провязываю изнаночной. Второй ряд у нас идет по лицевой стороне, и мы со второго ряда начинаем добавлять в каждом лицевом ряду по 2 петли. Сразу после первой кромочной петли и перед последней кромочной петлей. Первую петлю я снимаю, не провязывая, далее делаю накид. Вторую петлю провязываю лицевой. Также накид и последняя петля кромочная вяжется изнаночной петлей на протяжении всего вязания. У нас уже получилось 5 петель. Третий ряд у нас идет по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю мы снимаем. В изнаночных рядах петли никакие не добавляем. Накиды провязываем за короткую стеночку, чтобы у нас в вязании не образовывались дырочки. Вот у нас идет второй накид, вяжем не за длинную стеночку, а вот за нижнюю короткую. Кромочную петлю вяжем изнаночной. Далее у нас идет лицевой ряд, и также мы добавляем в лицевом ряду после первой кромочной одну петлю. Далее вяжем все петли лицевыми до второй кромочной петли.
Перед второй кромочной петлей мы также добавляем петлю и кромочную вяжем. В изнаночных рядах мы с вами ничего не добавляем. Накиды провязываем за нижнюю короткую стеночку. Итак, я буду чередовать ряды. В лицевом ряду я буду добавлять по 2 петли, в изнаночных рядах накида провязываем за короткую нижнюю стеночку без каких-либо добавления петель. Итак, я буду добавлять петли, пока у меня самая широкая часть нашего треугольника не получится 21 сантиметр. Ну вот, смотрите, я вывязала мой треугольник, пока у меня самая широкая вот эта часть треугольника не получилась 21 сантиметр. Вы вяжете на такое количество сантиметров, которое вы рассчитали в самом начале. Если посмотреть на готовом слитке, мы вывязали вот этот треугольничек. Далее мы должны вот другим цветом привязать нашу подошву. Можно вязать одним цветом, я буду вязать другим цветом. Вяжем высоту 11 сантиметров другим цветом. Данные 11 сантиметров величина постоянная для любых взрослых слитков. Розовая ниточка мне уже не нужна, я ее отрезаю, потом просто спрячу. Вот так вот прикладываем нитку контрастного цвета. Первая кромочная петля при смене цвета провязывается лицевой. И далее все петли я вяжу лицевыми. Как в лицевых рядах, так и в изнаночных рядах. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной петлей. Итак, мы с вами должны провязать темным цветом 11 сантиметров в высоту. Встретимся, когда у меня темным цветом будет провязано 11 сантиметров. Ну вот, смотрите, я вывязала 11 сантиметров, как я и говорила, в высоту ниткой другого цвета, без каких-либо убавок и прибавок. Это наша будет подошва. Далее нам надо связать точно такой же треугольник с другой стороны. Получается, в этом треугольнике мы прибавляли в каждом лицевом ряду по 2 петли. В другом треугольнике с другой стороны мы будем в каждом лицевом ряду убавлять по 2 петли. Изнаночные ряды мы будем вязать без каких-либо прибавок, убавок. Присоединяю ниточку розового цвета, так как мы начинали с этого цвета вязать. Вяжу первую петлю кромочную лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее у нас идет лицевой ряд, нам надо убавить петлю. Первая петля снимается не провязанная рабочая ниточка за работой. Вторую петлю провязываю лицевой, теперь первую петлю набрасываю на вторую. Мы с вами сделали убавление с наклоном влево. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до 3 петель в конце ряда. У меня осталось 3 петли на левой спице. Я вот первую и вторую петлю провязываю вместе одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Последнюю кромочную провязываю изнаночной петлей. Перевернула вязание, и у нас идет теперь изнаночная наша сторона. Мы все петли вяжем лицевыми. Первую кромочную снимаем, последняя кромочная провязывается изнаночной петлей на протяжении всего вязания. И у нас теперь стало на 2 петли меньше, чем было изначально. Третий ряд розовой ниточкой также будет идти лицевой, и мы в этом ряду также будем убавлять 2 петли. Первая кромочная петля снимается. Далее нам надо сделать убавление с наклоном влево. Первую петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Вторую петлю провязываю лицевой, теперь первую петлю набрасываю на вторую. Мы с вами убавили 1 петлю. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. После того, как у меня на спице осталось 3 петли, мы первую и вторую петлю провязываем вместе одной лицевой петлей за правые верхние стеночки. Итак, мы с вами сделали убавление с наклоном вправо.
Последнюю петлю провязываю изнаночной. Четвертый изнаночный ряд провязываю все петли лицевыми. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Последняя кромочная провязывается изнаночной. Таким же образом мы с вами вяжем, пока у нас на спице не получится 3 петли, чередуя лицевые и изнаночные ряды. В лицевом ряду мы убавляем 2 петли в самом начале после кромочной петли и в конце перед кромочной петлей. Изнаночные ряды мы вяжем все петли лицевыми. Встретимся, когда у нас на спице будет 3 петли. Мы с вами связали, пока у нас на спице не получилось 3 петли. Теперь просто 3 петли за нижние стеночки провязываем все вместе одной лицевой петлей. Петлю вынимаем побольше. У вас такое вот полотно должно получиться. Здесь треугольник и здесь вот прямая полоса. Далее мы кончик наш обрежем побольше, чтобы потом этим кончиком сшивать следок. Получается, у нас будет сшиваться вот это полностью одна сторона, а с другой стороны вот эта темная полоса и чуть-чуть будет светлой полосы сшиваться. После того, как мы связали с вами всю заготовку нашей детали, нам надо сшить ее, и получится следок. Переворачиваем на изнаночную сторону и прикладываем треугольник. Теперь мы с вами сшиваем вот этот шов. И это у нас будет шов идти по мыску. Мы его сшиваем на лицевой стороне. Ниточку, которую мы оставляли, она находится в этом уголочке. И значит, мы будем сшивать вот снизу розовой ниточкой. Дальше ее будем отрывать. И потом будем сшивать темной ниточкой. Сшивать мы с вами будем не за кромочные петли, а сразу за кромочной петлей идут вот такие вот дужки. Мы за эти дужки и будем сшивать с одной стороны и с другой стороны. Смотрите, вводим иголку сначала в одну дужку с одной стороны, потом в другую дужку с другой стороны. Снизу вверх в одну, снизу вверх, в другую, снизу вверх. И вытаскиваем иголочку. Так же само далее в одну, снизу вверх, и в другую, снизу вверх. И вытягиваем иголочку. Сшивать стараемся равномерно, чтобы краешек наш был ровный. Вот таким вот образом такой вот шовчик у вас должен будет получиться. Смотрите, что здесь главное, чтобы у нас светлые со светлыми сшивались только, темные с темными. На пяточке то же самое, светлые со светлыми, темные с темными, чтобы вот этот вот переход не сильно был заметен. После того, как шов розовой ниточкой сшит, мы обрезаем ниточку розового цвета и закрепим. Далее я вдела в иголочку ниточку темного цвета, протянула через петли. Здесь я кончик не закрепляла, просто потом его спрячем. И таким же образом будем сшивать ниточкой темного цвета за кромочной косичкой, вот за эти петли, снизу вверх с одной стороны и с этой стороны снизу вверх. Вытягиваем ниточку. Снизу вверх с одной стороны и сразу же с другой стороны снизу вверх. И вот таким вот образом мы сшиваем наш мысочек до конца. Смотрите, у нас в самом конце осталось петелек 5. Мы продеваем иголочку во все наши петли и просто стягиваем. Иголочку наизнанку выводим. Ниточку подтянем. Вот такой вот носик у нас с вами должен будет получиться. С изнаночной стороны ниточку обрезаем и закрепляем. Вот наш мысочек получился. Теперь нам надо сшить нашу пяточку. Вводим иголочку темной ниточкой. Этот кончик я не закрепляю, просто потом его спрячу. И теперь таким же образом нам надо сшить вот этот наш шовчик. С одной стороны снизу вверх ввели иголочку
И сразу же с другой стороны за кромочной косичкой снизу вверх. С одной стороны и сразу же в другую сторону с другой стороны за кромочной косичкой снизу вверх. После того, как у нас осталось здесь вот сшить петель 5, мы также само продеваем иголочку сквозь петли. Далее мы затягиваем их. Выводим иголочку на изнаночную сторону. Хорошенечко подтянем. Вот такой вот шовчик у нас с вами получился. Теперь закрепим ниточку и обрежем. Вот мы сшили наш мысочек. Пяточку нашу шили, и теперь нам надо сшить розовой ниточкой буквально дорожек 5, чтобы наш следок хорошо сидел на ножке и не слетал. Берем розовую ниточку, продеваем в уголочек, и таким же образом мы будем сшивать дорожек примерно 5. Можете примерить на свою ножку и посмотреть, как вам комфортно. И таким же образом за кромочной косичкой вот в эти петли снизу вверх с одной стороны и с другой стороны сшиваем примерно дорожек 5. После того, как мы сошьем вот этот вот участок, мы еще будем делать обвязку. После обвязки еще лучше будет сидеть наш следок на ножке. После того, как мы сшили нашу пяточку, вот у меня получился это темной ниточкой, это розовой ниточкой. У нас вот такой вот следочек получается. Берем крючок примерно 3-3,5 мм и темную ниточку. Начинаю я вот с пяточки, ввожу крючок, вытаскиваю петельку и обвязываю мой следок столбиками без накидов. В каждую кромочную петлю я ввожу крючок, вытаскиваю петлю и соединяю их между собой. Ввожу крючок, вытаскиваю петлю и соединяю их между собой. Обвязку делайте не сильно туго, чтобы край наш был эластичен. После того, как я один круг обвязки закончила, я ввожу в петельки уже темные ниточки, которые я только что делала, и делаю второй круг обвязки. У меня получится 2 круга обвязки столбиками без накидов. Я довязала мою обвязку, 2 круга, спрятала все кончики по изнаночной стороне, и у нас с вами получились вот такие вот 2 красивые следка. Смотрятся они очень красиво, нарядно, а вяжется совсем легко. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.